Доброе. Прошло уже порядка 2 недель с предыдущего подкаста. Забавно, что после монтажки про пару-тройку нужных клавиш началась работа, будни, и что-то как все затихло. К тому же, спустя пару дней я заболел. Откинулся дней так, 4-5. В итоге прошлая неделя не задалась вообще. Болезнь такая штука, вместе с ней у меня на некоторое время сломался режим сна и любые графики, которые я успел составить. В итоге, несмотря на все желание, большую часть времени я потратил на написание трека для будущего видоса. Я бы хотел сегодня затронуть несколько тем, касающихся линуксов. Начну со своей любимой Астры. Дистрибутив очень хорошо себя показал в целом, но пока присутствует огромное количество проблем, начиная с иконки поиска сети, заканчивая всем FlyDM в принципе. Интерфейс Астры в целом состоит из векторной графики, которую можно масштабировать, даже иконки основных приложений были нарисованы прям прекрасно. Все в одной стилистике, но при подключении к Wi-Fi сети вся магия теряется. Особенно на 150% масштабирования, ибо анимированное пиксельное месиво очень неорганично смотрится на фоне вот этих прекрасных иконок. Второе, значит, если ты хочешь растянуть окошко, а именно по привычке кликаешь 2 раза, он занимает, тварь такая, весь экран, закрывая панель задач. Честно, я вот привык даже в KDE растягивать таким образом, и оно прекрасно себя чувствует, не трогая панель. То есть растягивается только на ту область, где нет панели. И третье, не знаю, что происходит у Fly под капотом, но когда тянешь окно с экрана на экран, имеется заметный подлаг прям, из-за которого начинаешь думать, что в очередной раз забыл накатить на видюху. Плюс к этому же вся канитель держится на соплях старого X-сервера, Xorg, который это все обрабатывает. Я пока что не уверен, что Wayland при всей его сырости хотя бы в ближайшее время появится на этом флае, но я очень надеюсь. Так, что там дальше? Старый мультизагрузчик. Поставив образ рядом с винтой, из коробки мы получаем разбитое корыто, которое не может загрузить EFI-шный файл через директиву chainloader. Хоть так, хоть сяк ищи этот файл, ничего у тебя не получится. Так как у меня ноут от HP, внезапно пришлось узнать, во что я вляпался. Это чудо-юдо не хочет создавать более одной EFI метки для OS Boot Manager. Сколько команду EFI Boot MGR не трогай. То есть после перезагрузки все, что ты сделал в этой утилите, оно пропадает. Как будто ты ничего и не делал. Ладно, давайте сейчас пройдемся по порядку. Чтобы решить проблему со стандартным загрузчиком Астры, я попробовал сначала скомпилировать Grub 2 от Debian, ибо там-то все работало. Заделал все, загрузка заработала, но есть один нюанс. Мне пришлось ее перекидывать в папку OPT, после чего все символьные ссылки вручную пробрасывать. Из-за чего мне потом их пришлось вычищать, когда я пытался заново установить их с репозиториев Астры. Так сказать, я хотел проверить, пофиксили ли они эту проблему или нет. В итоге все это правда, они пофиксили. Из чего я сделал вывод, что проблема лежит в старом грабе, который поставляется вместе с диском, а точнее его образом. То есть первым делом надо снести его и поставить заново. Нормально, да? После чего настроить, ибо если надо попасть в винду, сделать этого вы не сможете. Справедливости ради скажу, что в ноуте есть возможность загрузиться напрямую с EFI файла, что помогало мне не сесть в лужу во время этих всех экспериментов. Так вот, починив граб, который теперь мог загружаться, я хотел сменить обои на нем в течение 2 дней. Почему так долго? Мне пришлось изучить, почему эта тварина не хотела войти в видеорежим. Я смотрел настройки GFX Mod, смотрел типы файлов PNG, JPG и так далее. Сохранял, пересохранял через GIMP и так, и сяк, копался немного в ядре даже. И знаете что? Я не смог найти шрифт, поэтому я тебя не пущу. В общем, да. Скопировал я, значит, этот шрифт с Debian.
с граба дебиановского. И все заработало, притом и с бэкграундом, и с разрешением, и все вообще форматы, которые я до этого делал, все они поддерживаются. Что насчет HP-шного OS-менеджера, про который я упоминал в самом начале? Костыли на этот случай нашлись. Да еще какие! Я взял загрузчик винды, который называется BootengFW EFI, переименовал в Winda EFI, а вместо него засунул граб x64 EFI, который является грабом Linux. То есть в UEFI написано, что грузится Windows Boot Manager, а по факту открывается граб, который при выборе пункта с виндой грузит файл winda.efi. Плюс еще с BootengFW нужно убрать права на запись, чтобы винда при запуске банально не перезаписала его. Сейчас наговорил каких-то заклинаний, короче. Ну чё, мужики? Чем я сейчас занимаюсь? Ставлю Arch Linux на основной ПК второй системой. Нужно будет перенести туда монтажку. Я пока что накачу KDN Live. Возможно, мне придется все-таки свопать винду с Linux время от времени, ибо After Effects и Premiere, на который я хочу переехать, пока что не дают мне возможности просто снести винду. Ну вот и все. Есть вопросы? ВК, комменты Ютуба. О, кстати, насчет ВК. Я тут одну старую группу переделал. Теперь там будут постить видео, а не у себя на странице. Давайте. Забавно, что после монтажки про пару нужных... Забавно. Особенно на 150% масштабив. Так вот, починив граф, который... Граф Дракула. Так вот, починив граб... Ну чё, логопеды, берите на заметку. Теряю выговорить не могу. A Linux user trying to change his background by 2 days. Так, мониторчик. Сюда, пожалуйста, повернитесь. Сейчас будем вас глазами разглядывать.